Появились новости о некоемом партнерстве между Австралией и Shiba Inu. Что-то достаточно большое, что заставит вас по-настоящему взволноваться. И именно об этом мы поговорим в сегодняшнем видео, так что обязательно досидите до конца. Добро пожаловать обратно на канал Армия Ошиб. Надеюсь, вы рады новому видео. Если вы здесь впервые, то добро пожаловать. На этом канале я буду рассказывать вам о последних новостях Shiba Inu по мере их поступления. Так что если это то, что вы ищете, подписывайтесь на канал и нажимайте на уведомления, чтобы всегда знать, когда я публикую новое видео, которое, кстати, выходит каждый день. Итак, давайте перейдем к видео. Я уже упоминал, что Shiba Inu не сотрудничает с правительством Австралии, по крайней мере пока, но есть что-то близкое и достаточно большое, что заставит вас поволноваться. Так вот, это что-то близкое и большое заключается в том, что Shiba Inu Games сотрудничает с PlaySide Studio, австралийским разработчиком видеоигр. Фактически, PlaySide является крупнейшим разработчиком видеоигр в Австралии, акции которого котируются на бирже, так что это определенно большая сделка. Объявление было сделано через официальный твиттер SHIB и гласит: «Шибарми, мы так рады будущему, давайте поприветствуем PlaySide Studios и Shiba Inu Games». И в другом твите официальное объявление: PlaySide и Shiba Inu Games подписывают стратегический контракт о найме на работу. Стратегическое соглашение с Shiba – это договор с фиксированной ценой и определенными этапами на разработку многопользовательской коллекционной карточной игры, которую планируется выпустить на нескольких платформах. Вы помните, что Шитоши объявил в статье на Medium, а также в Твиттере, что Shiba Inu будет расширять свое предприятие, включая игры и в конечном итоге метаверсию. В той статье нам было известно только имя человека, который возглавит проект по разработке игр – Уильям Волк, но не было предоставлено никакой информации о студии, которая будет разрабатывать игру. И это было связано с тем, что бумаги еще подписывались и все такое. Что ж, похоже, что разработка игры действительно идет полным ходом, потому что мы наконец-то узнали студию, которая будет заниматься разработкой игры – австралийская PlaySide. Компания PlaySide определенно не новичок, когда речь заходит о разработке потрясающих игр. В ее портфолио такие потрясающие игры, как Age of Darkness, Jumanji Epic Run, Battle Simulator Warfare и Walking Dead Saints and Sinners. Даже Уильям Волк выразил свою поддержку студии. Он написал в Твиттере следующее: PlaySide создала одни из лучших игр для мобильных устройств, ПК и VR. Очень приятно работать с ними. Итак, учитывая, что PlaySide разрабатывает игру, а Уильям Волк стоит у руля, мы знаем, что нас ждет что-то хорошее в этой игре. PlaySide выпустила заявление для прессы, в котором рассказала о деталях сотрудничества с Shiba Inu. Резюмируя идею партнерства, компания упомянула следующее. PlaySide Studio Limited, крупнейший австралийский разработчик видеоигр, зарегистрированный на бирже, рад сообщить, что заключил соглашение о разработке игры по фиксированной цене с Shiba Inu Games, производной компанией, созданной на основе всемирно признанного токена Ethereum и децентрализованной криптовалюты Shiba Inu. По условиям соглашения, PlaySide предоставит Shiba Inu Games услуги по производству, дизайну, проектированию, художественному оформлению, разработке пользовательского интерфейса и опыта для новой игры в течение 8-месячного срока действия соглашения. При разработке игры будет использован арт-объект Shiba Token с Shiboshi NFT и будут представлены механика сбора карт, стратегия и сражения. Многопользовательская коллекционная карточная игра CCG планируется к выпуску на различных платформах с предполагаемой датой запуска в первом квартале 2023 финансового года. Из этого заявления можно сделать вывод, что искусство игры будет сильно зависеть от Shiba Inu NFT. Таким образом, мы можем увидеть похожие цвета или даже общий дизайн. Однако тот факт, что NFT Shiba Inu будет служить источником вдохновения, означает, что сами они, возможно, не будут представлены в игре, вопреки нашему первоначальному мнению. Теперь вернемся к пресс-релизу PlaySide. В этом заявлении, что интересно, также говорится о том, как PlaySide будет платить за эту игру. В нем упоминается, что цена на услуги компании фиксирована, и она не будет участвовать в распределении доходов, которые будут получены от игры. PlaySide также отметила, что оплата будет производиться в долларах США, а не в криптовалюте. Я уже рассказывал о том, как эта игра принесет пользу экосистеме Shiba Inu в предыдущих видео. В этих видео я упоминал, что хотя игра не разрабатывается специально для повышения стоимости SHIB и других токенов Shiba Inu, неизбежно, что эти токены испытают рост после запуска игры. Все просто. Когда люди начнут играть в игры, они станут больше знать о токенах, и многие из этих новых людей решат дать им шанс. Больше людей, покупающих токены, уменьшат количество токенов Shiba Inu в обращении, что приведет к скачку цен. Итак, игра – отличная идея для SHIB.
Но Shiba Inu не единственная сторона в этом партнерстве, которая получит выгоду от этой игры. По словам PlaySide, контракт с Shiba Inu Games дает возможность продемонстрировать возможности компании по разработке в относительно новой области игр, которая, как ожидается, будет значительно и быстро развиваться. Это укрепляет авторитет PlaySide как ведущего мирового разработчика игр в этой отрасли. Даже генеральному директору было что сказать о важности этого партнерства для компании. PlaySide продолжает демонстрировать свою способность сотрудничать с лидерами в различных областях интерактивных развлечений, включая ведущих авторитетов и мировые игровые бренды. Добавление нового игрового клиента, появившегося в популярной индустрии NFT, токенов и децентрализованных криптовалют, очень интересно для нас. Теперь, несмотря на то, что PlaySide получит соответствующую оплату за свою работу над игрой, и это может быть достаточной мотивацией для отличной работы, тот факт, что у них есть что-то еще, что они могут получить от этого опыта, является еще больше мотивацией для отличной работы. И все это только в том случае, если их репутация еще не убедила вас в том, что игра будет великолепной. Говоря о том, когда выйдет игра, следует отметить, что 2022 года не существует. Несмотря на то, что в соглашении о сотрудничестве говорится, что оно продлится всего 8 месяцев, и Shiba Inu и PlaySide рассматривают первый квартал 2023 года как потенциальную дату релиза. Как только игра будет полностью разработана, она будет лицензирована разработчиком Shiba Inu для использования на Shibarium, который является родным блокчейном проекта Shiba Inu, работающим на токене SHIB. И снова, весь этот игровой проект принесет большую пользу Shiba Inu. И это не только из-за количества людей, которые познакомятся с токеном или сообществом. Это также связано с тем, что часть доходов от этой игры будет использована для сжигания монет SHIB и LISH. Если вы смотрели видео на этом канале или были в криптопространстве некоторое время, вы понимаете, почему сжигание криптовалют, и в частности SHIB, очень важно. Сейчас в обращении находится слишком много токенов SHIB, и нам нужно резко сократить их количество, чтобы токен достиг отметки в $1. Итак, запуск этой игры – это то, чего стоит ждать с нетерпением. Но даже когда мы с нетерпением ждем запуска игры и всего хорошего, что с ней приключится, мы можем отпраздновать это партнерство так же, как мы можем отпраздновать недавнюю покупку огромного кита. И этот кит на самом деле новый, то есть он покупает SHIB в первый раз. На самом деле то, что сделал этот кит, больше, чем просто покупка. U2Day назвал это накопительной волной, и я думаю, что это очень уместно. Почему? Потому что кит совершил не одну, а 3 сделки за короткий промежуток времени. Первая сделка произошла 6 числа этого месяца, когда кит купил чуть более 3 триллионов токенов Shiba Inu на сумму около $105 миллионов. Затем на следующий день кит совершил 2 покупки в течение 30 минут друг с другом. Первая – почти 84 миллиарда шибов стоимостью около $3 миллионов, вторая – 8 миллиардов шибов стоимостью около $270 тысяч. Таким образом, общая сумма покупок кита составила около $120 миллионов. Кто-то готовится к ценовому скачку, который, очевидно, ожидает Shiba Inu в будущем. И я надеюсь, что вы тоже. Однако позвольте мне категорически заявить, что я не даю ни финансовых, ни инвестиционных советов на этом канале. Поэтому, независимо от того, думаете ли вы о том, какие инвестиции сделать, или думаете, что делать со своими токенами Shiba Inu, я настоятельно рекомендую вам провести собственное интенсивное исследование и изучить рынок, прежде чем прийти к какому-либо выводу. На этом мы завершаем это видео. Если вам понравилось видео, то пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте оставить комментарий в разделе комментариев. Это очень помогает мне в работе с алгоритмом YouTube. Также, пожалуйста, поделитесь этим видео с как можно большим количеством людей. Давайте распространим эти новости. Всем спасибо за внимание и до свидания.